Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Начинаем обзор нашей купольной камеры. Видите, как она снимает, допустим, вблизи, четко, вообще отлично. Солнце светит прямо в глаз. Это истинный экстаз. Ну что, поехали делать обзорчик, ребята и девчата. Еще раз всем привет! У нас сегодня обзор камеры от Anbiux. Сразу показываю, в какой коробке она приехала. Вот такая коробчонка. Упаковано было просто шикарно. Вот в такой вспененный полиэтилен, как обычно, как всегда. Приехала камера на 64 гигабайта в таком вот, ребята, кейсике. Камера у нас поддерживает от 32 до 128 гигабайт. Итак, камера у нас позиционируется, то есть название и модель камеры как A20S, 4 мегапикселя с евровилочкой. Вот с такой вот евровилочкой. Есть у нас QR-код для скачивания приложения. Друзья, камеру я уже подключил, испытал и записал для вас все эти ночные и дневные картинки. Вот, поэтому подключение показывать не буду. Есть множество видео в интернете. Также есть видео на моем YouTube-канале в плейлисте о камерах видеонаблюдения. Переходите, смотрите. Там есть два вида подключения, по Wi-Fi и как точка доступа. По шнурку подключать вообще, друзья, просто. Поэтому я всем рекомендую, подключайте по шнурку, а потом уже легко переключить либо в точку доступа, либо на Wi-Fi. Вот. Так что смотрите видосы. Значит, что у нас было в комплекте? В комплекте у нас был монтажный такой наборчик, 4 дюбеля гвоздика, так как у нас кронштейн уже идет на 4 отверстия. Есть у нас, друзья, отличная и понятная инструкция, правда на английском языке, но довольно все понятно расписано. То есть очень-очень все просто подключается. И, конечно же, вот такая вот герметичная муфта для подключения, для установки ее в том случае, когда вы подключаете камеру по проводу. Есть такой адаптер питания 220-12 вольт по стоянке, 2 ампера. И, как всегда, с 20-сантиметровыми концами-обрубками. Блин, говорю, что вам жалко этого метра провода. Ну, просто ужас дикий. Так, что мы имеем по камере, ребята? Как всегда и как обычно, практически две антенки, которые вращаются как хотите, куда хотите. Вот. Антенки по всему виду у нас подключены две, судя по проводам. Но нередко бывает, что у нас внутри сидит всего лишь подключена одна антенна. Вот, поэтому разбирать не хочу, но тянет, в принципе, отлично тянет, отлично ловит. Камера у нас, кстати, друзья, видите, в мою ладошку входит. Маленькая, удобная, незаметная. Ну, красивая, хорошая камера. Но со своими косяками. Значит, в камере мы имеем 8 светодиодов, двойных светодиодов. Вот, 8 инфракрасных и 8 белых. То есть, они используются у нас в режиме ночной съемки. Если мы используем двойной режим освещения, то когда камера не видит никакого движения человека, горят просто инфракрасные светодиоды. Как только замечает движение человека, зажигает все белые светодиоды. И у нас получается ночью, грубо говоря, как днем. Все в цвете. Имеется вот здесь вот датчик освещенности. И здесь вот хороший микрофончик. Ну, хороший. Короче, на метрах 4, если спокойно разговаривать, то звук уже слабо-слабо слышен. Но что-то можно разобрать. На задней стороне мы имеем хороший громкий динамик встроен здесь. Ну и, соответственно, я уже предварительно разобрал, дабы показать вам. Вот эта крышечка. И здесь мы устанавливаем карту памяти. В моем случае на 64 гигабайта. А камера поддерживает от 32 до 128 гигабайт. И есть кнопочка сброса. Эта же кнопочка у нас переключать, если мы сразу хотим подключить камеру как точка доступа, нажимаем быстро 3 раза и потом подключаемся, выполняем все те действия, которые требуют приложения. Ну, все очень, друзья, просто. Так, теперь, что касается минусов, друзья. У нас камера заявлена как камера с двумя объективами. То есть по логике и судя по моему предыдущему обзору, где реально камера с двумя объективами, очень широкий формат, 32, там я не помню, к 9, по-моему, было, или 36 к 9, но я не помню, извините. Кому интересно, перейдите, посмотрите на мое видео. Так вот, судя по видео, мы видим, что правая это у нас реально объектив,
а левая, видите, какая-то размытая сетка. Не знаю, как, что, с чем это связано. Я и закрывал и пальцем, и как только я не делал, никакого эффекта это на картинку не давало. Может быть, тут что-то встроено для 8-кратного, там, не знаю, цифрового увеличения, которое, кстати, очень классно работает. И детализация приемлемая. Ну, вы потом посмотрите. Вот, что касаемо камеры с двумя объективами. Два объектива здесь, по-моему, нет. Но могу и ошибаться. Друзья, кто знает, для чего это второй объектив, пожалуйста, напишите в комментарии. Так, сейчас мы с вами включим камеру, посмотрим, как она самотестируется. Я, наверное, рукой придержу. Врубаем в розеточку. У нас загорается такой вот синий индикатор. И ждем. System starting up. Enter EV mode. И пошло самотестирование. То есть по горизонтали у нас камера поворачивается примерно на 320 градусов, ну а видео будет записывать, конечно же, на 60, учитывая сам угол объектива. Там, по-моему, не помню сколько, или 90 градусов, или сколько. Вот. И камера может, соответственно, смотреть под себя вниз. То есть на 90 градусов она может поворачиваться вниз. Все, ребята, самотестирование прошло. Вот. Камера, в принципе, рабочая, отличная. Ссылочка, друзья, на данную камеру будет в описании к этому видео. Переходите, смотрите. Также, опять же, напоминаю, переходите на мой плейлист о камерах видеонаблюдения. Видите, она за мной сейчас уже пытается следить. То есть работает она адекватно. Ну, а сейчас смотрите, пожалуйста, кадры. Так, давайте я, наверное, выключу. Кадры дневной и ночной съемки. Вот. Посмотрите, как она записывает. Да, друзья, но когда смотрите, давайте немножко плюсик там в голове на то, что при монтаже все это дело немножко ухудшает качество видео. Ну, а я хочу с вами проститься. Приятного просмотра. Пока-пока. До новых видео. Итак, ребята, сегодня у нас солнечная погода. Вчера целый день лил дождь, мокрый снег. Думал, и сегодня так же будет, но выскочило солнышко. Но солнышко светит не в полную силу, а находится за какой-то там дымкой. Итак, что хочу продемонстрировать. Сейчас у нас включен режим гуманоид детектор. Включен режим растер, то есть показать следы. Я выхожу в зону видимости камеры. И вот так камера сразу меня ловит и начинает запись. Если включен, конечно, режим по аварии. Запись по аварии. Вот так все это видно, то есть картинка довольно себе хорошая. Конечно, 4 мегапикселя, наверное, друзья, здесь нет. Но судя по детализации при 8-кратном увеличении, да, у нас здесь есть 8-кратное увеличение, смотрите на травку. 8 крат я увеличил, открывается окошко и красным квадратом указана зона увеличения. Ну и вот такая травка, довольно себе неплохая детализация. Убираем. А теперь, друзья, я выйду из зоны видимости камеры и покажу, как настроить автотрек. То есть для тех людей, у которых есть проблема, что камера не становится в свое положение, постоянно то вешает башку, то смотрит куда-то в сторону или куда-то еще. Так, переворачиваем телефончик. Так, и здесь у нас есть внизу кнопка автотрек. Ее, друзья, не трогаем. Ее трогаем только тогда, когда мы настроим местоположение камеры. Настраивается следующим образом. Нажимаем вот эту кнопку. Часто. Автотрек. И здесь у нас есть две настроечки, друзья. Значит, watch time. Что это за время? Это время, допустим, у вас камера ведет и теряет за углом. И настраиваем время. То есть у меня стоит 15 секунд. То есть с момента потери камера будет стоять и смотреть на это место, где вас потеряла, 15 секунд. Здесь до 30 минут, друзья. Вот. После чего, если вы не вернетесь, допустим, объект не возвращается, она возвращается на заданную исходную точку. Итак, 15 секунд поставили. Ну а здесь чувствительность низкая, средняя, высокая. Тут смотрите, ребята, кому как нравится. Я тестирую на высокой. Нажимаем высокую.
И после этого всего нажимаем Set Watch. Запоминаем местоположение камеры по картинке. Нажимаю Set Watch и включаю автотрек, ребята. Переворачиваем наш телефон и начинаем входить в зону видимости камеры. Камера, как только вас увидит, начнет автоматическое увеличение, соответственно цифровое. Видите, что делается? Вот она нас находит и начинает вести. Так, а мы с вами идем за угол, чтобы нас камера, как говорится, потеряла. Вот, идем за угол и теряемся за углом. Все. Пошел отсчет времени 15 секунд, после чего камера сбросит увеличение и вернется в заданную нами точку. Хлоп, увеличение сбросило и начинает движение в заданную нами точку. Вот, примерно в этой точке мы с вами и задали местоположение камеры. Камера также вернется в эту точку при отключении питания. Ну и вот как-то все это дело так выглядит. Видите, работает одновременно как автотрек, так и гуманоид детектор. Давайте посмотрим, типа я собачка присяду. Видите, все равно меня камера находит. Как ни крути. Плюс еще увеличение делает. Вот, смотрите на мое лицо. Лицо при таком увеличении, там у нас сколько тут? 3,5 или 3,6 крат. То есть все отлично видно, заметно. Вот такие вот дела. То есть камера довольно неплохая, ребята. Ну а нам остается только подождать вечера, вернее ночи, и посмотреть на данную камеру, на данную картинку, как она снимает ночью. Все, ждем ночи. Итак, народ, вот у нас картинка ночью. Довольно неплохо освещает камера. Я немножко изменил местоположение. Значит, режим у нас гуманоид детектор. И пошли в зону камеры. Камера меня, видите, обнаруживает, сразу обозначает. То есть работает, в принципе, отлично и адекватно. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас получится на режиме автотрек. Включаем автотрек. И камера меня тоже, видите, обнаруживает, приближает и ведет. То есть тоже довольно неплохо. Ну, не знаю, распознавание лица, не знаю, смотрите сами, видите или не видите мое лицо. Мне в телефоне сейчас не особо видно, но работает, видите, адекватно. Все ведет, все крутится, все вертится, все как бы отлично. Так, давайте, значит, сейчас сделаем такое дело. Посмотрим, как она снимает в цвете. Переключим на цвет. Для этого нажимаем здесь лампочку. Light Mode. И смотрим, что у нас здесь. Так, давайте поставим двойной. И сразу у нас включились прожекторы. И вот так вот. Как только движение, видите, я в цвете. Что-то, лишь бы как оно переключается. Наверное, надо время освещения добавить для цвета. Работают 8 светодиодов. И вот такое вот получается у нас цветное освещение. То есть камера не должна терять движение, тогда получается у нас все в цвете. Как только я остановлюсь, камера должна, по идее, перейти в черно-белый режим. Ага, нет. Она все-таки фиксирует меня стоячего, видите? И не хочет переходить в черно-белый режим. Давайте опять стану. Нет, она меня никак не теряет из виду. И включен постоянно цветной режим. Давайте отойдем дальше. Посмотрим, что у нас получится на более удаленной дистанции. Так, мне не вписаться куда-нибудь. Задом иду. Видите, она постоянно пытается приблизить, рассмотреть меня. Здесь уже цветность как бы немножко и пропала. Да, камера меня потеряла. Это уже сильно далеко я отошел. Подходим ближе.
Так, давайте я выйду из зоны видимости камеры и посмотрим, переключится ли она, соответственно, в черно-белый режим. Так, как же мне выйти из зоны-то? Она за мной следит. Давайте я за заборчик присяду. Вот камера меня потеряла. Уходит обратно на заданную точку. И по логике сейчас должна переключиться в черно-белый режим. Хлоп. И у нас уже черно-белый режим. Все отлично. Давайте еще раз врубим цвет. Захожу в зону камеры. В зону видимости камеры. И вот так это все дело у нас, друзья, срабатывает. Все, ребята, на этом всем спасибо за просмотр. Что смог, то показал. Вы сами видите, как все это дело работает. Работает на постоянном, я бы сказал, увеличении, видите, автотрек. Вот, без увеличения получается такая вот картинка. Ну, на этом всем. Пока. Ты заходи, если что.